Здравствуйте, фанаты Team Tornado Rocks! У микрофона Мысь, а в танке FC Динамо, который покажет, как надо играть на таком непростом танке, как AMX-50 на такой сложной карте, как Мураванка. А секрет прост. Раз на карте так много растительности, значит, надо использовать ее с умом. Меньше светимся, больше стреляем по чужому засвету. А значит, наш путь лежит в лес чудес. Первый барабан без урона. Ну да, выцелить подвижного светляка с невысоким профилем за холмами – непростая задача. А вот второй барабан полностью уходит в Т-34, который с благодарностью впитывает 4 снаряда и отправляется в края доброй охоты. Good night, sweet prince. Одно непробитие не дает повторить тот же фокус со средним танком противника, но союзный светляк исправляет это досадное недоразумение. Едем вперед, а там целый тир из 4 красных целей. Грех не пострелять. Отстреляв 2 барабана, Динамо принимает решение не бодаться с ПТ в лоб, а вместо этого переехать и помочь на правом фланге против тяжей. Однако все союзники там кончились, светить некому, да и ИС-7 не лучшая цель для стрельбы в лоб через полкарты. Возвращаемся в лес. И вот он, тот момент, ради которого стоит играть на барабанных танках. Три убитых с одного барабана. Красота. Получив пару подач от Як-Тигра и ИС-7, наш герой отстреливает очередной барабан. И кто знает, чем бы закончилось, если бы не помощь союзной ПТ, которая подоспела как раз вовремя. Идет захват, и 2 союзников героически погибают в попытках его сбить. На захвате фуловый британец, который мало того, что не забрать с одного барабана, так он и в ответ может убить наш танк с одного выстрела. Дело труба. Однако Динамо сбивает захват, умудрившись не получить урон в ответ. И тут прилетает подача от артиллерии. Чуть-чуть не отправив нашего героя в ангар и оставив ему всего 3 хп. Миссия почти невыполнима, но сдаваться нельзя. Динамо уходит на перезарядку в холмы, путая следы, ведь единственная надежда на неожиданность. На француза стоит лишь чихнуть, и все закончится трагически. Выйдя с неожиданного направления, наш герой идеально реализует барабан, не только убив артиллерию и сбив захват, но и оставив британца ваншотным. Теперь можно и поиграть. И тут ПТ делает ошибку. Съезжает с захвата и отправляется на поиски француза. Подловив британца на холме, где он не может наклонить ствол для выстрела, Динамо делает 10-й фраг. Тем временем в лесу вражеский объект 261 выигрывает дуэль артиллеристов и остается последним против нашего героя. И, судя по всему, не питает надежды на победу, потому что столь искусно прячется, что Динамо так и не находит его за оставшиеся 4 минуты боя. К сожалению, ничья, но и такой результат весьма впечатляет.